Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах 18:00 и я опять с вами. Ну и что же у нас по погоде? А погода все такая же, как и в предыдущие дни. Утром лежал снежок, припорошил землю. Естественно, за день все это растаяло. Ну вот смотрю по прогнозу, на 9 часов вечера нарисован снег с дождем. Температура на моем градуснике +1. Не сильно она повышается днем. 3-4 градуса тепла и все. Пасмурно, мрачненько. Конечно, с одной стороны, вроде бы как не хватает снега, а с другой стороны, может быть и лучше, что его нет. Прочитала информацию об ухудшении погодных условий во многих областях, в том числе и в нашей. То есть будет снег с дождем, а раз небольшой мороз, то это гололед. В общем, это не очень-то хорошо. Что у нас по обстановке? Ну, что можно сказать? Сегодня просто тихий, спокойный день. Лично я вообще ничего не слышала. Утром бахи какие-то были. Возможно, если бы на улице, то отдаленные и слышно. Но в квартире не слышала ничего. Вот такой сегодня день. Конечно, вечер впереди, ночь впереди. Несколько дней подряд прям было, ну, очень громко. Посмотрим, что толку о чем-то говорить. Все равно остановить все это мы не можем. Когда-то, конечно, должна закончиться эта ненормальная война. Но когда это будет, никто не знает. А люди продолжают гибнуть, дома продолжают разрушать. Очень печально и очень обидно, что так все происходит. Чем я сегодня занималась? Все тем же самым, домашними делами. Сходила ненадолго по своим делам кое-куда, недалеко. Холодно на улице, как для меня. Ну, я быстренько-быстренько и пришла домой. Что-то готовила. Сегодня вместо картошки, которую я вчера не сняла, я вам говорила утром, приготовила в аэрогриле рыбку, очень вкусную. Поэтому, кому интересно, добавляю рецепт в это видео. Еще я приготовила очень вкусные бутерброды-греночки. Совершенно из простых продуктов, из минимума продуктов. С очень необычным сочетанием, но они безумно вкусные. Завтра, наверное, утром покажу вам, что это за гренки. Теперь такие буду обязательно готовить на праздничный стол. Такие греночки очень понравятся, кто любит нестандартные сочетания продуктов. Отварила макароны, сделала котлеты. Сегодня котлеты пожарила, потому что жареных давно не было. До этого несколько раз готовила котлеты в аэрогриле, но сегодня решила уже в сухарях пожарить, как положено. Все, и больше особо ничего я сегодня не готовила. Немножко разрисовала картину. Может быть, если будет желание, еще вечером порисую. Продвигается, все продвигается, но еще разрисовывать очень много. Надо бы уже и в магазин съездить, давно ничего не покупала. Но сегодня как-то не было желания. И вообще стала замечать в последнее время, то ли похолодало, то ли из-за того, что обострилась обстановка. Вообще на улицу выходить не хочется. Вот не хочется и все. Посмотрю. Завтра, если будет более-менее спокойно, то, может быть, завтра проеду. Надо посмотреть, может быть, кое-что уже к Новому году купить. Хотя, как я говорила, ничего особо готовить я не буду. Но вы знаете, у меня такой характер. Я могу сейчас говорить одно, а сделаю совсем по-другому. Потому что если еще и на празднике
не готовить, да, не будет никакого праздничного настроения. Тут и так каждый день его нет. А праздники есть праздники. Все равно что-то хочется необычного, не такого, как всегда. Может быть, посмотрю какие-то украшения новенькие, если, конечно, они у нас есть в магазинах. Да и так просто немножко побыть среди людей. С картошкой не получилось. Сегодня хочу показать рецепт приготовления очень вкусной рыбки в аэрогриле. У меня стейки лосося. Я их разморозила, помыла, обсушила бумажным полотенцем. Теперь нужно немножко подсолить. Посыпать щепоткой сахара. Я посыпаю лимонным перцем, можно обычным, черным молотым. И немножко посыплю кориандром. Ну, такие специи я люблю, поэтому такие добавляю. Добавляйте, какие вы любите. Можно розмарин. Теперь переверну рыбку и все то же самое сделаю с другой стороны. Здесь она вот мокрая, сейчас обсушу полотенцем и сделаю все то же самое. Перекладываю стейк рыбы на пергамент. Каждый буду делать отдельно. Сверху 2 половиночки кружочка лимона и кусочек сливочного масла. И теперь рыбу нужно завернуть. Завернуть вот таким образом, конфеткой. То есть сложили и закрутили края. Лишние края у пергамента я обрезала. Выкладываю лодочки в чашу аэрогриля на решетку и отправляю запекаться. Буду запекать 20 минут при 180 градусах. Ну и вот рыбка готова. Через 20 минут вот такая красота. Какой аромат стоит. Она так пахнет. Ну что, будем пробовать. Честно сказать, такую рыбу, тем более в аэрогриле, готовила впервые. Не очень я люблю лимон добавлять в рыбу, но добавила все, как было по рецепту. Будем пробовать. Посмотрите, сколько сока, какая она сочная. Какое мяско, посмотрите. Пробую. Какая сочная, какая вкусная. Супер. Обалденно. И лимон мне здесь совершенно не мешает. Вы знаете, такой от сливочного масла очень приятный сливочный привкус. Красота. Вот этот бульончик, который внизу. Ну, я думаю, говорить, что это очень полезная рыба, совершенно не стоит. Конечно же, точно так же все можно приготовить в духовке. Я думаю, понадобится минут 25 до 30 минут при 180 градусах. Берите на заметочку. Хотела такую рыбку приготовить на наше торжество, но не успела.
Сегодня вот так. Сонное царство. Целый день спит и спит. Полдня проспала в большой коробке. К вечеру пришла в маленькую коробочку. Вот скрутилась и спит. Наверное, все-таки правда к похолоданию, потому что все время как-то скручивается, вот так скручивается. Вчера бегала, как котенок. Давно такого не было. А сегодня отсыпается. На данный момент, на эту минуту, все в городе вроде бы тихо, все сейчас спокойно, ничего не слышно. Всем желаю скорейшего наступления мира, всем тепла, добра, здоровья крепкого. Берегите себя. Всем до завтра. Пока-пока.